Война. День 125. Ситуация на фронтах. Россия совершила очередное военное преступление, нанеся ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Это акт ракетного террора, к которому уже очевидно перешла Россия. Удары наносятся хаотично по гражданским объектам с целью запугать население. Торговый центр в Кременчуге – это не военная цель, далеко в тылу. Это самый популярный ТРЦ в городе, который находится в центре. А удар был нанесен не ночью, когда там нет людей, а наоборот, вечером, когда люди идут за покупками после работы. Восток. Харьков и пригороды продолжают непрерывно обстреливать. Российская атака на Дементьевку на севере была отражена. Бои идут в Рубежном. Южнее была предпринята атака на Залиман, на противоположном берегу Северского Донца. Подробности атаки неизвестны, в том числе была ли там попытка переправы, но сообщается, что россияне отступили. В районе Изюма россияне продолжают пытаться штурмовать долину и Краснополье, пока их атаки удается отбивать. После отхода украинских сил из Северодонецка российские войска усилили свое давление на Лисичанск с юга. Бои идут за квартал Молодежный и Восточный. Эта часть города лежит в низине, и вероятнее всего украинским войскам придется оттуда отступить, дабы обороняться на высотах. Западнее россиянам удалось продвинуться в Овчеяровку и теперь атакуют Лисичанский НПЗ в Верхнекаменке. Вчера украинским войскам удалось отбить Николаевку, но сегодня россияне перешли в контратаку, и бои за село продолжаются. Также бои идут вдоль трассы Т-1302 Бахмут-Лисичанск. И, судя по всему, россиянам удалось прорваться в районе Спирне. Бахмут и Константиновка подвергаются артиллерийским обстрелам. Сложная ситуация в Углегорской ТЭС и Новолуганском, где россиянам удалось перейти трассу М-03, и теперь есть угроза окружения. На южном фланге россияне продолжают попытки контратаковать, дабы вернуть утраченные позиции в районе Угледара, но это им не удалось. По некоторым данным, село Егоровка была освобождена украинскими защитниками. Юг. Николаев продолжают обстреливать. ЗСУ освободили 2 села в Херсонской области, вдоль трассы Николаев-Херсон, Зеленый Гай и Барвинок. Ситуация на этом фронте меняется очень быстро. Сообщается, что украинские силы ведут бои за Киселевку и Правдино. На севере области российские войска обстреляли Потемкино, что подтверждает его контроль украинскими силами. Появилось видео, снятое с Байрактара, подтверждающее удар по Змеиному. Как мы можем видеть, даже наличие огромного количества зенитно-ракетных комплексов на острове, в том числе хваленых «Панцирь С-1», никак не помешало Байрактару наводить на цель. Не забывайте поддерживать видео адекватными комментариями, лайками, подпиской и колокольчиком. Так вы поможете распространению правды. Спасибо за просмотр.